Всем привет! Вы находитесь на канале Радости Частного Дома, и с вами, как всегда, Вадим. Сегодня я хочу приготовить вам пасту из болгарского перца. Здесь у меня находится острый перец, обязательно идет в этот рецепт. Добавим остринку, как говорится. И болгарский перец. Болгарского перца в этом рецепте надо много, очень много, очень-очень много, вот столько. Здесь у меня 3,8 килограмма болгарского перца. Сейчас я острый болгарский перец хорошенько помою и вырежу семена и плодоножки. С острого перца я не буду удалять семена. Болгарский перец я хорошо помыл, нарезал полосками и буду его перекручивать на мясорубке. Используя я мелкую решетку, также сразу перекручиваю и острый перец. Чистый вес болгарского перца у меня составил ровно 3 килограмма. И именно от этого веса я буду идти в дальнейшем по рецепту. Перекрутил я на мясорубке острый и болгарские перцы. Вот такая вот масса у нас получилась. Как видите, очень много натурального сока получилось у нас. Теперь используем обязательно посуду с толстым дном. Я использую казан. Теперь отправляем на газ-плиту и доводим до кипения. Болгарский перец у меня закипел, крышкой теперь не накрываем и на среднем или на сильном огне будем его варить. Нам надо, чтобы испарилась лишняя жидкость. Огонь держите так, чтобы при варке, при кипении у вас брызги не разлетались по всей кухне. Если надо, то уменьшайте. Пока у нас готовится болгарский перец, приготовим специи. Значит, использовать я буду в этом рецепте 100 грамм чеснока, измельчил я его на мясорубке. Из специй я буду использовать корицу, пол чайной ложки. Теперь добавлю я сюда кориандр молотый, 1 чайную ложку такую прям сверху, то есть не жалеем. И теперь добавим сюда еще горчицу молотую, то есть порошком. Горчицы я здесь добавляю ровно 1 чайную ложку. Тоже добавляю сверху. И добавляю еще одну приправу, которая называется майоран. Добавляю я сюда 1 столовую ложку. На этом достаточно специй в этом рецепте. Болгарский перец я варил ровно 1 час. За это время у меня испарилось 1 литр жидкости. Добавляю теперь сюда чеснок, добавляем сюда специи, которые мы уже приготовили. И добавляю я теперь соль и сахар. Соли я добавляю 1 столовую ложку, а сахара я добавляю 2 столовые ложки. И теперь с помощью блендера погружного я все это хорошенько превращу в однородную массу. Заодно сразу все перемешаю, все специи, соль и сахар. И хорошенько теперь пробиваем это все с помощью погружного блендера. Вот такая вот однородная масса у нас в итоге получилась. Теперь я попробовал на вкус. Мне соли и сахара мало. Я добавляю пол столовой ложки соли. И сахара я добавляю сюда 2 столовые ложки. Опять с помощью блендера перемешиваем. И отправляем казан на газплиту. И будем дальше готовить пасту из болгарского перца. После того, как я измельчил болгарский перец, варил я пасту ровно 15 минут. Теперь я сюда добавляю уксус. Я использую 6% винный уксус. Добавляю я 3 столовые ложки. Огонь я уже выключил. Теперь все хорошенько перемешаю. И можно разливать уже по банкам. Банки я, как всегда, помыл с содой. Простерилизовал их и крышки. А посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком. И теперь заполняем нашей пастой из болгарского перца наши банки до самого верха, накрываем крышками и закатываем. На выходе у меня получилось 3 пол-литровые банки пасты из болгарского перца. Чуть-чуть мне не хватило на 4-ю банку, но ничего страшного, ее я с удовольствием поем и сейчас. Теперь переворачиваем на крышки и укутываем до полного остывания. А потом убираем в погреб или можно хранить в квартире в прохладном месте. Как приготовить пасту из болгарского перца, теперь и вы знаете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.